Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби будут продолжены на следующей неделе. О чем уже удалось договориться сторонам. Россия нанесла массированный удар по нескольким городам Украины. Киев атаковали в том числе ракетами Х-22, которые предназначены для поражения авианосных групп. Ночной марафон постов в соцсети. Вернувшись из Давоса, Дональд Трамп с полуночи до часа ночи опубликовал больше 70 сообщений. Миллионы жителей Соединенных Штатов готовятся к катастрофическому ледяному шторму. Полки магазинов стремительно пустеют, а власти призывают людей сохранять спокойствие. Место Мадуро пусто не бывает. Теперь президент Колумбии выступает с яркими речами в адрес соседей Соединенных Штатов и лично Дональда Трампа. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби завершились и стали первым за долгое время двухдневным трехсторонним форматом. Ключевой темой обсуждений стали возможные параметры окончания войны. Отдельное внимание уделили вопросу американского мониторинга и контроля за процессом завершения войны и соблюдением реальной безопасности. Президент Владимир Зеленский назвал переговоры конструктивными и заявил о возможном продолжении на следующей неделе. По итогам встреч делегации договорились доложить в своих столицах о результатах переговоров и согласовать дальнейшие шаги с лидерами государств. Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи. Главное, на чем сосредоточились обсуждения, это возможные параметры окончания войны. Очень ценю осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос о возможных форматах утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельствах безопасности. По итогам встреч в эти дни все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу. При готовности двигаться дальше. Украина готова. Состоятся следующие встречи и потенциально на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращению. В ночь на 24 января Россия снова осуществила массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты разных типов и ударные беспилотники. Больше всего пострадал Киев. В 5 районах столицы зафиксированы повреждения и разрушения зданий. В результате атаки погиб 1 человек, еще по меньшей мере 4 получили ранения. На левом берегу города из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водой. Без отопления остались почти 6 тысяч домов. По данным воздушных сил, для комбинированного удара по Украине враг применил 396 средств воздушного нападения, среди которых были 2 противокорабельные ракеты «Циркон» и 12 ракет Х-22, запущенных из Брянской области. Х-22 – это тяжелые противокорабельные ракеты с боевой частью массой до 950 килограмм, которые изначально предназначались для поражения авианосных групп. Их запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Такие ракеты могут нести различные типы боевых зарядов и являются одними из самых опасных в российском арсенале. Под ударом дронов оказался и Харьков, где пострадали около 20 человек. А потом бахнуло так, что я зашла как раз в ванную, вот уже спать собираюсь, уже таблетки выпили. Без таблеток, наверное, вообще. Как нам ночевать, где ночевать? Непонятно. Стекла разбиты. Стекла полностью уже разбиты. Ну, у нас однокомнатная. Трясет, все. На кухне на 4-м этаже нет окон, и в комнате тоже нет окон. Потолок обвалился, квартира полна воды, это просто ужасно. Я слышала, что ПВО работает, они стреляют в ответ. Потом в 10 вечера все, казалось, успокоилось. Я легла и включила телевизор. Потом поняла, что нужно собираться, и сидела в коридоре, пока дрон не влетел в квартиру. А потом, когда произошла атака, я спустилась вниз. Кроме того, утром 24 января в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за осложнений в энергосистеме, вызванных последствиями атак.
Город Чернигов полностью был обесточен. Инфраструктура переведена на аварийные источники питания. Без электроснабжения остались более 400 тысяч потребителей. Водоснабжение было сохранено благодаря работе альтернативных источников питания. Но жителей города просят сделать запас питьевой воды и по возможности пользоваться водой на первых этажах домов. Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Россия не боится ни большинства стран НАТО, ни большинства европейских государств. По его словам, в мире существует только один игрок, которого Россия боится и уважает. Это Соединенные Штаты Америки. Вы думаете, что Россия боится большинство стран в НАТО? Вы думаете, что Россия боится большинство стран в Европе? В мире есть только один игрок, которого Россия боится и уважает. Это Соединенные Штаты. В мире есть только одна страна, которую боятся темные силы, враги, террористы, реальные угрозы безопасности свободных народов, и это Америка под руководством Трампа. И то, что мир увидел в Венесуэле, это операция, это армада, это беспрецедентное извлечение лидера Венесуэлы из сильно укрепленной, полностью охраняемой военной базы, с преодолением систем ПВО, которые накапливались годами, с использованием передового вооружения из иностранных государств. Ни одной американской жертвы. Кто мог сделать это, кроме Америки? Кто мог сделать это, кроме президента Трампа? Пентагон сменил приоритеты. Соединенные Штаты больше не считают Китай главной угрозой и сокращают поддержку союзников. Министерство войны опубликовало новую стратегию национальной обороны, в которой объявило, что главным приоритетом становится защита самой Америки и западного полушария, а не сдерживание Китая, как раньше. Теперь фокус Вашингтона – безопасность континентальной части штатов и ключевых точек региона, включая Панамский канал, Гренландию и Мексиканский залив. Кроме того, поддержка союзников будет более ограниченной. Соединенные Штаты прямо призывают партнеров брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. В частности, основную нагрузку по помощи Украине Пентагон предлагает переложить на Европу, поскольку это прежде всего ее интерес. Россию в документе называют устойчивой, но управляемой угрозой для восточного фланга НАТО. В документе написано, что в стране демографические и экономические проблемы, но сохраняется военный и промышленный потенциал для затяжной войны. Китай больше не фигурирует как главная угроза, однако отмечается, что его сдерживание продолжится через дипломатию и усиление обороны в Тихом океане. При этом в стратегии впервые за долгое время не упоминается Тайвань. В Пентагоне подчеркивают, что Штаты отказываются от утопического идеализма в пользу жесткого реализма и не собираются отождествлять свои интересы с интересами всего мира. Коммунистическая партия Китая начала расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников – Чжан Юся и Лю Чжэньли. Об этом сообщило Министерство обороны КНР. Чжан Юся – один из самых влиятельных генералов страны и заместитель главы Центрального военного совета, который управляет всеми вооруженными силами Китая. Его считают ближайшим военным союзником председателя Си Цзиньпина. Лю Чжэньли занимает пост начальника генерального штаба. Обоих подозревают в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Формулировки, которые в Китае обычно используют в делах о коррупции. Вооруженные силы давно находятся в центре антикоррупционной кампании, начатой Си Цзиньпином еще в 2012 году. В последние годы чистки затронули самые высокие уровни армии. В 2023 году под удар попали структуры ракетных войск, а в 2025 из партии были исключены 8 генералов, включая одного из самых высокопоставленных военных страны. Ранее за коррупцию также были сняты с должностей 2 министра обороны Китая. По мнению экспертов, масштабные расследования уже замедляют закупки нового вооружения и негативно сказываются на работе крупнейших оборонных компаний страны. Сеул предлагает Вашингтону рассмотреть отправку спецпосланника в КНДР для диалога с Пхеньяном. Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок заявил, что во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Венсом в Белом доме предложил идею направления Соединенными Штатами специального посланника в Северную Корею как возможный шаг к улучшению отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его словам, Венс сам попросил поделиться советами по выстраиванию дипломатии с северокорейским режимом. Я сказал Венсу, что кем бы это ни было, вице-президентом Пенсом, действующим специальным посланником Соединенных Штатов в расширенном составе или кем-то еще, отправка специального посланника в Северную Корею может быть одним из способов продемонстрировать намерение улучшить отношения. Обсуждение проходило на фоне информации о возможной встрече Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита в Китай в апреле. Ким Мин Сок подчеркнул, что, по его мнению,
Именно Трамп обладает политической волей и ресурсами для продвижения диалога с Пхеньяном, а направление спецпосланника могло бы стать сигналом о намерении улучшить отношения. Вернувшись из Давоса, Дональд Трамп устроил ночной марафон постов в своей соцсети Truth Social. Сразу после прилета в Вашингтон президент с полуночи до часа ночи опубликовал и перепостил больше 70 сообщений. В основном Трамп критиковал давних политических оппонентов. Среди них конгрессвумен Ильхан Омар, Джо Байден, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и Камала Харрис. Параллельно он нашел время прорекламировать трейлер документального фильма «Мелания», проекта Amazon стоимостью $40 миллионов, посвященного первой леди. В своих ночных постах Трамп вновь повторил свои заявления о фальсификациях на выборах 2020 года и приписал себе заслугу в спасении TikTok после договоренности, позволившей китайскому сервису продолжить работу в Штатах. «Надеюсь, пользователи TikTok будут помнить меня еще долго», — написал он. Также президент делился видео с лояльных ему телеканалов Fox News, Newsmax и Breitbart и перепостил материал The Hill под названием The Trump Obsession. После нескольких часов паузы Трамп вернулся в ленту уже около 7 утра по восточному времени. А на следующий день Белый дом в своих социальных сетях опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом картинку Трампа с пингвином с американским флагом в крыле, удаляющихся в закат в Гренландии. Просто напомним, пингвины в Гренландии не живут. Они живут в Антарктиде. В Гренландии есть белые медведи. Принц Гарри резко отреагировал на слова Дональда Трампа о войне в Афганистане. Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что НАТО якобы держалась подальше от передовой и что Америка никогда по-настоящему не нуждалась в альянсе. Гарри, который сам служил в Афганистане, ответил, что жертвы союзников нельзя обесценивать. По его словам, о них нужно говорить честно и с уважением. Он напомнил, что только Великобритания потеряла в той войне 457 военнослужащих. «Я служил там. Я нашел друзей на всю жизнь и потерял друзей», говорится в заявлении принца. Принц Гарри провел 10 лет в британской армии. После службы он основал фонд Invictus Games, который помогает военным, получившим ранения. Критика в адрес Трампа прозвучала и от британского премьера Кира Стармера. Он назвал высказывания главы Белого дома оскорбительными и недопустимыми. Миллионы жителей Соединенных Штатов готовятся к потенциально катастрофическому ледяному шторму, который может привести к массовым отключениям электроэнергии и серьезным перебоям в транспортном сообщении. По данным синоптиков, с пятницы и до конца недели ледяные осадки могут накрыть территорию от Нью-Мексико до Каролины, тогда как северные штаты ожидают сильные снегопады. Около 100 миллионов человек уже получили предупреждение о зимнем ненастье, а в ряде районов Арканзаса, Луизианы, Алабамы и Теннесси прогнозируется образование гололеда толщиной в несколько сантиметров. Ожидается, что шторм принесет сочетание сильного снега, ледяного дождя и мокрого снега при крайне низких температурах. Сервис Ventusky прогнозирует более 80 миллиметров осадков, что может привести к формированию слоя льда толщиной до 8 сантиметров, способного обрывать линии электропередачи и ломать деревья. Города и штаты заранее мобилизуют снегоуборочную технику, запасы соли и рассола, чтобы минимизировать последствия стихии. Эксперты считают шторм серьезным испытанием для устойчивости энергосистем, особенно в Техасе, где ожидаются высокие нагрузки на электросети. В Арлингтоне армия спасения подготовила приюты, предоставляя ночлег, питание и круглосуточное тепло всем нуждающимся жителям. Для наших бездомных соседей холодная погода — это действительно серьезная проблема. Очевидно, что она может вызывать множество проблем, таких как обморожение, переохлаждение, респираторные инфекции. Мы, конечно же, не хотим, чтобы кто-либо из наших соседей это испытал. Поэтому мы открываем наше убежище для защиты от холода, чтобы пригласить их, согреть и предоставить им безопасное место. Безопасное место, где они смогут поесть, а также получить эмоциональную и духовную поддержку. На фоне приближающегося шторма в магазинах многих штатов наблюдается ажиотажный спрос. Полки с продуктами быстро пустеют, жители массово скупают воду, генераторы, дрова и товары первой необходимости. Ритейлеры сообщают о резком росте продаж, а власти призывают население сохранять спокойствие, но при этом готовятся к возможным перебоям с электричеством и поставками. Думаю, у нас выпадет снег, но я не знаю, сколько его будет. Но мы за семьей готовы ко всему, что может произойти, прежде чем ситуация ухудшится. Приходите в магазин спиртных напитков и купите все необходимое, пока снег не выпал. Да, я беру немного соли, потому что в эти выходные у нас будет очень суровая зимняя погода. И мне нужно подготовить место, где я работаю, чтобы убедиться, что все в безопасности.
Поскольку мы здесь совсем недавно, всего год, мои друзья, которые живут здесь дольше, посоветовали мне купить генератор, бензин и несколько дополнительных устройств, чтобы подготовиться к предстоящей погоде. Так мы и делаем. У нас уже много дров, и всем советую просто убедитесь, что у вас их достаточно. И, конечно, основные продукты — консервы, готовые блюда. Зарядные устройства заряжены, и у всех есть все необходимое для работы электроники дома. Несмотря на сильные морозы и приближающийся циклон, в Миннеаполисе прошла акция протеста против службы иммиграции и таможенного контроля. Демонстранты вышли на улицы города, приняв участие в мероприятии под названием «День протеста против АИС». Участники прошли маршем по центру Миннеаполиса, скандируя лозунги и играя на барабанах, заявив, что акция является частью более широкой кампании протестов, забастовок и закрытия предприятий по всей Миннесоте. Некоторые протестующие назвали происходящее элементом всеобщей забастовки, подчеркнув, что погодные условия не повлияют на их решимость. Выступающие после митинга обвинили власти в использовании иммиграционного законодательства как инструмента запугивания населения. Знаете что? Я не думаю, что эта прохладная погода помешает нам делать то, во что мы верим и что считаем правильным. Бездействие и стояние в стороне не помогут в этой ситуации. Все напуганы, поэтому нам нужно высказаться. Ну, так мы не обращаемся со своими соседями. Бесчеловечность этой администрации Трампа просто за гранью разумного. Мы лучше этого. Дети в ужасе. Семьи боятся отправлять своих детей в школы. Речь идет не об иммиграции. Речь идет о запугивании. Речь идет не о восстановлении правопорядка. Речь идет о терроризировании общин, которые не нравятся Дональду Трампу. Южное командование Соединенных Штатов нанесло удар по судну в восточной части Тихого океана, в результате которого погибли 2 человека. В пятницу на их странице в сети X были опубликованы видеозаписи предполагаемого удара. 23 января по указанию министра обороны Пита Хексета объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркотрафику. В результате удара были убиты 2 наркотеррориста. 1 выжил. После боя командование Южного региона немедленно уведомило береговую охрану активировать систему поиска и спасения для пострадавшего. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что наркобароны все чаще перебираются в Эквадор, спасаясь от преследования колумбийских властей. Его слова прозвучали на фоне резкого обострения торговых отношений между 2 странами из-за борьбы с наркотрафиком на границе. Прошлый год стал годом крупнейших изъятий кокаина за всю историю мира. Посевы сокращаются, изъятия растут. Крупные наркобоссы перебираются в Эквадор, и теперь тамошний президент упрекает меня. В четверг Колумбия объявила о приостановке экспорта электроэнергии в Эквадор и ввела 30% пошлины на 20 категорий эквадорских товаров. Это стало ответом на решение президента Эквадора Даниэля Нобоа ввести с 1 февраля аналогичный налог на безопасность на колумбийский импорт. Нобоа объяснил этот шаг торговым дефицитом и тем, что, по его словам, Колумбия недостаточно сотрудничает в борьбе с наркотрафиком. Богота эти обвинения отвергает и настаивает, что активно противодействует контрабанде наркотиков. Мы становимся эффективнее, но нам нужно научить их там не повторять историю. Колумбийская полиция должна помочь эквадорской полиции и армии, научить контролировать порты, не допустить, чтобы сельское население Эквадора оказалось в той же ловушке, в которую попали мы. Не позволить эквадорским банкирам принимать деньги наркоторговли, как это происходит сейчас. И сделать так, чтобы порты Эквадора и Колумбии тоже не использовались как точка ввоза под видом крупных грузов и торговых судов химических компонентов для производства фентанила. Я хочу приехать туда 3 февраля на встречу с Дональдом Трампом не для того, чтобы говорить о ракетах. Он уже видел, к чему они приводят, не для того, чтобы говорить о ракетах. Я хочу поехать и говорить о бомбардировках, но не людей, а земли семенами, бомбами, несущими жизнь. Мы будем бомбить? Да, будем бомбить, но жизнью, семенами жизни, а не напалмом и взрывчаткой. Сеять жизнь — миссия человечества.
Отношения между Трампом и Пьетро остаются напряженными с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Американский президент не раз обвинял колумбийские власти в том, что они якобы закрывают глаза на поставки кокаина в Штаты. Осенью Трамп даже ввел санкции против Пьетро. Ранее Штаты отозвали визу колумбийского президента после его участия в пропалестинской акции в Нью-Йорке, где Пьетро публично призывал американских военных не подчиняться приказам Трампа.